Всем халё, всем привет! Меня зовут Елена, и я рада вас всех приветствовать на моем канале. Сегодня мы начинаем вязать детское покрывало для одной маленькой девочки, которая только недавно родилась. Хотя, я думаю, такая расцветка подойдет и для мальчика, но в целом бабушкин квадрат – это универсальная вещь. И можно вязать и покрывала для взрослых, и другие изделия. Кроме покрывала мы будем вязать еще сумку, как комплект для молодой мамы, чтобы она могла эту сумку повесить на коляску, чтобы это было красиво все вместе. И вообще она может пользоваться ею не только с коляской, но и где угодно для покупок, для молодых мам, даже для учебы. Тоже может быть актуальным. Итак, вяжем вот такие квадраты. Да, кстати, забыла сказать. У меня случилась травма руки, поэтому я надеюсь, я не буду вас смущать. Я буду вязать вот в такой рукавичке ортопедической. Это специальная рукавичка для поддержания кисти. Вот здесь есть металлическая такая основа с углублением, и она хорошо держит ладошку. Это я рассказываю, вдруг кому-то тоже такая вещь пригодится, понадобится. Вот. Она очень удобная, хорошо держит руку, хорошо держит кисть. Сейчас у меня как раз период реабилитации. И я вам должна сказать, что вязание крючком – это самая лучшая реабилитация. Мелкая моторика пальцев происходит. Именно вязание, так как у меня правая рука, это прям для меня идеально, потому что крючок в правой руке. И поначалу я приспосабливалась держать крючок иначе, потому что было сложновато. Сейчас я уже его держу достаточно уверенно. Но все равно методика удержания крючка может быть вот такая, если вы иногда заметите. Мне просто так сейчас удобнее. Это лирическое отступление. Для вязания я взяла крючок 3,5 миллиметра, как обычно для этой нити. Нить у меня... В 50 граммах нити у меня 115 метров длины. Это чистый хлопок. Для удобства я также пользуюсь тонким крючком. Как вы видите, здесь у меня 4 цвета. Желтый, белый, зеленый и сиреневый. Здесь у меня 2 вида квадратов связано из одинаковых ниток. Вот таких квадратов на покрывало у меня ушло 26 штук, вот этих 9. Значит, вот эти квадраты у меня в центре покрывала. 9 штук, они создают собой квадрат, а эти квадраты слева и справа по одному ряду, и сверху и снизу по 2 ряда. И в целом у меня получается... Длина покрывала 95 сантиметров и ширина покрывала 70 сантиметров. Это приблизительно стандарт. Обвязывать я его буду с простой обвязкой, совершенно столбиками без накида, с уголочками по краям. Соединение квадратов тоже покажу. В целом приступим к работе. По ходу вы увидите все, что я хотела бы до вас донести, все, что хотела бы вам показать. Итак, сейчас мы будем вязать вот этот квадрат. У нас их больше, у нас их 26. В принципе, вы должны понимать, что это один и тот же узор. Только здесь у нас белый цветок, здесь у нас сиреневый цветок. И по рядам первый желтый, второй белый, третий зеленый, четвертый сиреневый, 5 белый и 6 белый. Здесь больше белого, и покрывало создает такое ощущение чистоты. У него очень много чистого белого цвета.
центральные квадраты, тоже 6 рядов, естественно. Желтый, сиреневый, зеленый, белый, сиреневый, белый. Они чуть-чуть оттеняют центр. Ну, я считаю, что такая игра цвета, не однородность, не однотонность, а игра цвета мне показалась интересной. Итак, мы приступаем к вязанию вот этого квадрата. Итак, приступаем к первому ряду. Мы берем желтую нить, делаем волшебную петлю. Мы все уже с вами умеем это делать. Кто не умеет, посмотрите мое видео. Ссылку я оставлю внизу в описании. И делаем 2 петли подъема. Итак, нам нужно провязать еще 11 столбиков с накидом в эту петельку. Всего у нас должно получиться 12 столбиков с накидом. Это у нас первый столбик. Второй столбик. Третий. И так провязываем 12 столбиков с накидом в нашу волшебную петельку. Вот мы с вами связали 12 столбиков с накидом. Чуть-чуть подтягиваем нашу петельку волшебную. Я возьму тонкий крючок, вы делаете как вам удобнее. И подсоединяю вот в эту петельку соединительной петлей. Обрезаем. Никаких ухищрений не делаем. Просто затягиваем эту ниточку. Потому что следующие ряды будут просто ее закрывать. Каждый ряд мы будем закрывать самым простым, вот таким элементарным способом. Первый ряд мы с вами связали. Сейчас приступаем ко второму ряду. Итак, второй ряд. Берем белую нить, берем наше колечко и между столбиками с накидом первого ряда мы вот в арочку подсоединяем вторую нить. Я это делаю всегда одинаково. Нить держится в этом случае очень надежно. Итак, делаем 2 петли подъема, и в эту же арочку мы провязываем еще 2 столбика с накидом. У нас получается вот такой лепесток. В каждую следующую арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. У нас получаются вот такие широкие лепесточки. Я их намеренно не соединяю в верхушечках между собой, хотя так тоже можно сделать. Это я делаю намеренно для того, чтобы, когда это покрывало будет стираться, сушиться,
а так как это покрывало для маленького ребенка, это будет происходить достаточно часто, чтобы оно быстрее и легче высыхало, я делаю как можно меньше всяких уплотнений и узелков. Итак, по 3 столбика с накидом в каждую арочку вяжем лепесточки до конца ряда. Итак, последний лепесток. Вот у нас получается такой цветочек. Можно даже и не брать тонкий. Крючок. Обрезаем нить. Ниточку протягиваем. Вот такое закрытие ряда. Самое обычное. Нам достаточно. Этот узелочек. Следующим рядом мы закроем его. Поэтому, как и в предыдущем ряду, этот узелочек уже не виден. И следующим рядом также мы будем накрывать и этот узелок. Там, где у нас волшебная петля, не затягивайте его туго, потому что этот узор предусмотрен вот с достаточно большим таким солнышком внутри. Мы его сделаем чуть меньше, но не до конца все равно будем затягивать. Когда мы свяжем все квадраты, мы сделаем одинаковой величины это отверстие. Итак, 2 ряда мы с вами связали. Приступаем к 3-му, следующему ряду. В следующем ряду что мы будем делать? Мы вот этот круг будем превращать в квадрат. Итак, берем нашу рабочую зеленую ниточку и между лепестками находим арочку между лепестками, подсоединяемся сюда. Две петли подъема. В эту арочку мы провязываем еще 2 столбика с накидом. А вот в следующую арочку мы уже будем делать уголок. Я рекомендую при переходе от круга к квадрату делать не очень резкий переход. То есть мы делаем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И сюда же, в эту же арочку, провязываем еще 2 столбика с накидом. Вот посмотрите, мы с вами сделали уголочек, но он... В чем смысл? Почему я сделала только по 2? Обычно делается... Давайте так. Обычный уголочек формируется из 3 столбиков с накидом, затем 3 петли воздушные и 3 столбика еще
в одну и ту же арочку. И вот таким образом здесь получается уголочек. И далее уголочки идут вот так связанные. Но в первом ряду, после самого цветка, то есть в нашем третьем ряду, я предлагаю сделать только по 2 столбика с накидом в уголках, для того, чтобы вот эта наша арочка не стала очень широкой. Видите, какая широкая становится арка, когда по 3 столбика с накидом связаны в этот уголок. Здесь я сделала очень аккуратный переход с 2 столбиками с накидом и 2 воздушными петельками, для того, чтобы наш цветок нежно обрамлялся листочками, но этот ряд как бы переходный от круга к квадрату. Я вам сейчас покажу. Вот посмотрите, здесь я по 2 связала, да? А вот посмотрите, что будет, если я свяжу по 3. Это как классика, как обычно. 1, 2, 3. И еще 3. 1, 2, 3. Посмотрите сразу, какая щель у нас тут образовывается. И вот все остальные будут соединения дальше вот с такими промежутками, а по углам будут вот такие большие. И даже сам цветок уже у нас станет квадратным, а не круглым. Для того, чтобы наш цветок оставался круглым, мы делаем вот такое ухищрение. И здесь, как вы видите, нет особого перехода по углам. То есть круг остается кругом, и следующий ряд у нас как бы переходный уже к обычному нормальному квадрату. Поэтому делаем вот таким образом. Вот вы видите, какая большая щель здесь образовалась. Мы этого делать не будем. Итак, 2 воздушные петли. И 2 столбика с накидом. Видите, эта щель сразу уменьшилась. Далее в следующую, вот в эту арочку между лепестками, мы вяжем 3 столбика с накидом. В следующую арочку между лепестками снова вяжем 3 столбика с накидом. А вот уже в следующую мы опять провязываем уголок. 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И еще сюда же 2 столбика с накидом. Вот таким образом мы сделали второй уголок. Вот теперь, как вы видите, в этой арочке, в принципе, щель практически такая же, как и здесь. То есть мы делаем такой
мягкий квадрат. В следующую арку между лепестками опять мы провязываем 3 столбика с накидом. И еще в следующую опять 3 столбика с накидом. И теперь опять вяжем уголочек. То есть у нас получается между уголочками 2 раза мы провязываем по 3 столбика с накидом. И вот теперь у нас то же самое. Так вяжем до конца ряда. Четыре уголочка мы уже провязали. Заканчиваем ряд 3 столбиками с накидом. И закрываем ряд соединительной петлей в верхнюю петельку первого столбика. Вот такой вот как бы круг и как бы квадрат, квадратный круг, можно сказать, мы с вами связали. Закрываем. Давайте я вам сразу покажу, как мы заправляем ниточки, чтобы они хорошо крепко держались. Я обычно делаю вот такую петельку и затягиваю уголочек. Тогда эта ниточка, дальше все равно мы ее закроем, когда будем вязать. Этот узелочек виден не будет. И еще протягиваем ниточку в несколько следующих петелек. Вот таким образом. Вы можете сделать любой длины, какой вы хотите, чтобы вам было надежно. Можете сделать еще здесь где-нибудь еще один узелок, чтобы это надежно держалось. Потому что стирки и глажки могут по чуть-чуть раздвигать ваше изделие. Оно будет подвергаться термической обработке, будет подвергаться выкручиванию. Поэтому здесь, конечно, нужно, чтобы ниточка была очень хорошо закреплена. Итак, вот такой, еще раз скажу, круглый квадрат у нас получился. И следующий у нас цвет сиреневый. Приступаем к 4-му ряду. Берем сиреневую нить,
подсоединяем ее в арочку. Две петли подъема. И еще 2 столбика с накидом. Сюда также. Мы подошли к нашему уголочку. И вот здесь мы провязываем 3 столбика с накидом. Вот они, 3 столбика. Можем их даже чуть-чуть подвинуть в этот уголок. 3 воздушные петли. И в эту же арочку мы провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот такой угол мы с вами получили. Теперь это уже полноценный угол, и здесь мы уже полноценно переходим на квадрат. То есть мы наш круглый квадрат теперь превращаем в полноценный квадрат. Вот таким уголком. В следующую арочку мы вяжем опять 3 столбика с накидом. И в каждую последующую арочку мы провязываем 3 столбика с накидом, пока не доберемся до нашего следующего угла. Вот теперь мы опять подошли к углу. И опять провязываем в наш уголочек 3 столбика с накидом. Подвигаем эти столбики, чтобы они красиво лежали. 3 воздушные петли. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Видите, мы с вами сформировали уже одну сторону, даже 1,5 стороны нашего квадрата. Теперь это уже выглядит как квадрат. И продолжаем таким образом вязать до конца ряда. Встретимся вот здесь. Когда делаете соединительную петлю, вот здесь для закрытия ряда, берите 2 ниточки, не одну, а берите первую ниточку и заднюю стеночку этого столбика. Тогда будет держаться надежнее и выглядеть более аккуратно.
Вот закрыли мы наш 4-й ряд. Теперь вы видите, мы получили уже квадрат. У нас сохранился красивый круг. Лепесточки у нас тоже обрамляют красиво наш цветок. И мы переходим на очень красивый квадрат. Еще 2 ряда белой нити выровняют его окончательно. И наш квадрат будет иметь очень красивый вид. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Можем начать с противоположной стороны. Любую арочку берем, подсоединяем белую нить. Две воздушные петли и вяжем по ходу узора пятый и 6-й ряд одинаково. Вот такой уголочек мы получаем. Я думаю, всем уже все понятно. Довязываем таким же образом полностью этот ряд и еще один следующий. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Встречаемся в конце 5-го ряда. Закрываем 5-й ряд. И тут же переходим к вязанию 6-го ряда. Нам нужно вот в эту арочку, провязать 3 столбика с накидом и идти дальше. Закрываем. Делаем столбик без накида. Еще 2 воздушные петли подъема. Теперь делаем 2-й столбик и 3-й столбик. Так мы перешли на 6-й ряд. Далее точно так же по узору вяжем этот ряд до конца. Все углышки провязываем точно так же, как и в предыдущих рядах. Встречаемся в конце ряда. Итак, мы заканчиваем наш 6-й ряд. Вот такой квадрат у нас получается. Сейчас мы закроем
Здесь можно делать вот таким образом. Все это будет потом закрываться соединением наших квадратов. Самое главное — хорошо закрепить нити. Вот такой красивый квадрат у нас получается. Этот квадрат уже проглажен утюгом. Он выглядит вот так красиво. Этот мы еще будем гладить. На что хочу обратить ваше внимание. Все остальные ниточки, когда вы будете закрывать их, вы можете делать в произвольной форме. Самое главное, как вы будете закрывать вот этот первый желтый наш ряд. Обязательно протяните эту ниточку вот через эту петельку. И далее вот сюда по кругу. И так далее. Это нужно для того, чтобы вот это наше солнышко выглядело аккуратно. И потом подтяните, чтобы все эти солнышки ваши были одного размера. Значит, еще раз повторяю. Таких квадратов я связала 26 штук. Вот таких я связала 9. Соединение квадратов я вам покажу в следующем видео. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения, хорошего дня или вечера, а может быть и ночи. Зависит от того, в какое время суток я вас застала. Всем желаю еще раз удачи. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Буду очень рада их читать. До следующей встречи на соединении квадратов. Пока-пока.